вас на канале Умный массажист. Сегодня хочу продемонстрировать технику, очень актуальная, массаж близким перед сном. Да? Что мы можем сделать дома, как помочь расслабиться перед сном нашим близким. Массаж подходит как для женщин, так и для мужчин, в принципе, и подросткам, и детям. Движение, направление движения одинаковое. Если массаж мы делаем в домашних условиях, да, у нас наш близкий лежит обычно на поверхности, на диване или на кровати, может быть на полу, головой вниз, да, голова может быть повернута вправо или влево. Нужно чередовать, периодически менять положение головы из одной стороны в другую. Выбор масла. Берем любое базовое масло, которое дома есть, да? Либо приобрести, это может быть масло миндальных косточек, масло виноградных косточек, макадамия, жожоба, и обогатить любой смесью. Успокаивающим действием обладают масло лаванды, цитрусовые повышают настроение, елово-сосновые обладают лечебным действием в отношении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Я добавила масло нейролин, но обладает мощным антистрессовым эффектом, снимает урбанистический синдром, да, когда нервная система перегружена, мы начинаем забывать какие-то вещи. Берем масло, распределяем, разогреваем между ладошек и начинаем наносить на поверхность спины. Антистрессовым расслабляющим эффектом обладает зона у нас воротниковая. Сюда мы сделаем акцент, но так как у нас здесь мышцы, да, сплошные, мы ее не можем разделить, поэтому мы будем воздействовать на всю зону спины. Легкими движениями, такими мазками, распределяем масло. Движения прямые. Добавляем масло, не отрывая рук от тела. Дальше волной. Одновременно совершая одинаковые движения двумя руками. Начинаем движение прямо вот практически от грудной клетки. Чем медленнее движение, тем больше расслабляющего эффекта получает наша нервная система. Быстрые, жесткие, грубые движения, наоборот, возбуждают нервную систему. Движения, направленные к лимфатическим узлам, подмышечные. Да, каждый раз закругляем движение к подмышечным впадинам. Начинаем от седьмого шейного и двигаемся. Здесь мы уже, да, идем по ребрам. Добавляем масло. То есть, когда мне нужно добавить масло, я могу вот таким вот движением, не отрываясь от тела, тоже будет расслаблять, да? Можно двигаться вдоль позвоночника одновременно вверх и двигаемся к той точке, на которой мы остановились. Здесь мои руки переходят, да, вот в такое положение, для того, чтобы дойти до максимально низкой точки, до кушетки, либо до поверхности, да, на которой лежит наш человек близкий. Сейчас движение направлено к паховым лимфоузлам. От себя я скольжу плотно, к себе возвращаю уже легко. Разворачиваю руки тыльной стороной и двигаюсь
к границе роста волос. Мои подушечки пальцев касаются волос. Я развернула на ладонную поверхность и двигаюсь к крестцу. 3-4 повтора каждого движения. Двигаясь по спине, мы можем обратить внимание на выраженность мышечных валиков, которые видны на поверхности кожи. Да? Например, я вот здесь замечаю выраженность вот в этой области, асимметрия по сравнению с правой стороной. То есть я сделаю акцент массажа вот на эту область расслабляющими движениями. Очень легко скольжу в области головы для того, чтобы уменьшить приток крови к голове. Слегка касаясь кожи, скольжу к голове, обратно плотно, медленно. Можно дойти до локтя. Огибаем, двигаемся к подмышечной впадине. Все эти зоны у нас взаимосвязаны, поэтому не будет лишним проработать. Теперь более глубокие движения от позвоночного столба, попеременные, могут переходить до локтя. Ощущения будут такие более плотные при вашем присутствии на теле человека. Задерживаясь на каждом участке на счет 3. Дальше перемещаем плавно, медленно руки. Двигаемся выше. Здесь руки немножко разворачиваем и двигаемся к области подмышечной впадины, мягко переходя на область плеча. Снова выравниваем наше движение. Если вы делаете массаж на диване, на кровати или на полу, будет сложно перейти, возможно, но сложно перейти на другую сторону. Можно остаться на своей стороне. Разворачиваемся. Также стремимся делать движение, удлинять. Здесь, наверное, будет все-таки не лишним перейти на другую сторону, для того, чтобы ваши ноги тоже не затекали, находясь в одном положении. Сейчас мы выполняем более глубокое поглаживание. Движение медленное. Завершающее движение. Проглаживание шеи, да, трапециевидная мышца. Доходим до головы. Граблеобразно расставленными пальчиками двигаемся к макушке. Расслабляем места прикрепления мышц. Следующее движение. Растягивание.
наше тело располагается над локтями. Левой рукой я растягиваю ту мышцу, на которую мы обратили внимание, которая требует акцента для расслабления. Своей правой рукой я фиксирую область крестца, таз, и с легкой волной я расслабляющими движениями двигаюсь вдоль позвоночника. Сила надавливания идет мне вот на нижнюю треть моего предплечья. Дошла до области лопаток, рука соскальзывает. Сейчас я работаю с ближней своей стороной. Вот я начинаю перемещаться. И уже работаю со средней частью спины. Здесь локтем я прохожу по межлопаточной области, двигаюсь над областью над лопаткой и соскальзываю. Возвращаюсь к крестцу и прохожу дальнюю от себя область. Обычно такой массаж он занимает порядка 15 минут. Здесь сила надавливания дальней руки, моей левой, меньше, акцент на правую, для того, чтобы не устремлять большее количество жидкости, крови к голове. То есть у меня акцент на правую руку, левой я только слегка фиксирую. Сейчас я попробую уйти своей левой рукой, выполнить такое же движение. Также локтем я ухожу в межлопаточной области, двигаюсь по надлопаточной к плечевому суставу, выпрямляю и возвращаю. И возвращаюсь к области крестца. Есть ощущение, что уменьшился валик, стал более уплощенным. Промежуточное проглаживание. Захватываем плечевые суставы, волной плотно двигаемся к тазобедренным суставам, захватываем плечи, огибаем локтевой сустав. Сейчас мы выполним легкое пиление и сделаем акцент на область воротниковой зоны. Длинными движениями, более быстрыми, я двигаюсь к голове. На коже должно быть ощущение тепла. Плечи расслаблены. Двигаюсь по трапециевидной мышце. Перехожу на заднюю поверхность шейного отдела и работаю уже лучевым краем своей кисти, задерживаясь на каждом отрезке на счет 1, 2, 3. Дошла до границы роста волос, зафиксировала своей левой рукой и прорабатываю правой. Дальше разворачиваюсь.
Теперь правая рука уходит на фиксацию волос, левая рука приступает. Места прикреплений всех мышц в этой области. Освобождаем их, расслабляем и двигаемся дальше. В области шейного отдела позвоночника соблюдаем деликатность, работаем бережно. Длинные движения. Разворачиваюсь, двигаюсь по направлению расположения ребер. В области почек я работаю деликатно, без нажима. Почки у нас располагаются, последнее ребро делит почку пополам. В этой области мы не совершаем глубокого нажима. И мы переходим к области проработки воротниковой зоны. Накрываем полотенчиком поясничку, для того, чтобы она не остывала. Если дома прохладно, можно полотенчиком пригладить кожу. И двигаемся легко. Огибаем лопатку, огибая плечевой сустав. Граблеобразно. Начинаем проминать места прикреплений мышц, границы роста волос. Сдвигаем скальп относительно черепа. Пальцы не скользят по коже, они двигают скальп. Раз, два, три. Сдвигаемся. Раз, два, три. Сдвигаемся в сторону макушки. Два, три. Раз, два, три. И двигаемся к макушке. Есть. Дальше. Одна рука остается на голове, вторая рука у нас переходит за ушную раковину. Три. Все движения очень медленные, успокаивающие. Сила надавливания достаточно глубокая, но по нашему близкому человеку мы смотрим на его реакцию. Если он начинает совершать движение ногами, поджимать плечи, значит, ему не очень приятно. Мы уменьшаем силу надавливания. Наши пальчики встретились на макушке. Одна рука у нас переходит на область виска, вторая тоже. И пальчики двигаются навстречу друг другу, да, уже по диагонали. По 3-4 повтора. Следующее движение пальчиками я двигаюсь к области лба с обеих сторон. И вот прям граница роста волос, как бы оттягивающие движения кверху, к области макушки. Массаж головы обладает очень успокаивающим действием, позволяет перестать, то есть отбросить все наши мысли. Следующее движение. Согнутыми пальчиками
да, в фалангах. Начинаем прорабатывать мышцы шеи. Я начинаю отодвигать мягко от позвоночника в стороны. Мои пальчики находятся на одном месте, да, совершаем круговые движения от себя плотно, дальше ослабевает давление, к себе легко. Раз, два, три, четыре. Сдвигаемся чуть ниже, то же самое. От позвоночника и от себя давление в двух направлениях. 3, 4. Большая ромбовидная, малоромбовидная мышцы. 4. Раз, два, три, 4. И сдвигаемся до нижнего угла лопатки. 4. Раз, два, три, 4. Двигаемся по периметру лопатки. Не теряем опору. В этих местах сила надавливания уменьшается. Здесь место выхода срединного нерва. Эта зона усыпана триггерными точками. То есть наша задача расслабить, но не причинять боль. Если мы видим, что наш прием причиняет боль, ослабеваем, да, силу надавливания, проработали в центре лопатки, проглаживанием возвращаемся к проработке, да, уже проводим разминание, захватываем легкую складочку и двигаемся от головы к плечевому суставу. Здесь сила, направленная наших 4 пальцев на большой, одинаковая. То есть здесь нет движения больше 4 пальцев на себя, либо большого пальца давления. Нет, равномерное надавливание. Переходим на зону плеча. Такое легкое разминание. Поглаживанием возвращаемся. Начинаем всегда от головы. 3-4 повтора. Мы сделаем по 2 и переходим к другой стороне. Здесь у нас складочка образуется, да, то есть вот у нас позвоночный столб в стороне. Хорошенько прорабатываем места прикреплений. Очень деликатно. Глажением возвращаюсь к голове. Вторая рука скользит по лопаткам. И перехожу к другой стороне. Вот здесь мы можем увидеть, да, что с правой стороны есть бороздки от лямки бюстика, а с левой стороны они менее выраженно сглажены, да, то есть здесь мы можем отметить, что более глубоко зажимаются у нас все ткани, расположенные в области плеча. И то есть мы можем подкорректировать, да, человеку, сказать, что нужно следить за тем, что либо плечо у нас правое поднимается, находится в поднятом состоянии большую часть времени, либо ослабить лямочку. Ну, вот здесь я могу отметить, что и мышцы, они более плотные, амплитуда движения у них другая.
более ограниченная. Для того, чтобы расслабить шею, я прорабатываю зону плеча до локтя. Колебательными движениями возвращаюсь в исходную точку. По-моему, у нас уже не 15 минут. 25, как обычно. Если у вас времени чуть меньше, уменьшайте количество повторов. И завершающее движение. Нужно сделать такое завершающее проглаживание. Если руки лежат выпрямленные вдоль тела, можно двигаться прямо до кончиков пальцев. И граблеобразно расставленными пальчиками мы двигаемся очень медленно, как будто мы снимаем скальп до кончиков волос, захватывая всю область, вот до лба. Мои мизинцы проходят по области лба. Я захватываю волосы и очень мягко, нежно я скольжу до кончиков волос. И в конце мы не забываем стряхнуть наши руки, разорвать, да, ту энергетическую связь, которая у нас образовалась при работе. Вот таким образом мы можем проявить свои чувства, заботу и снять напряжение, которое накопилось в течение дня у нашего близкого. Если это видео понравилось, ставь лайк, делись со своими коллегами или близкими. Это поможет развивать наш канал. А мы увидимся в следующем видео. Пока!